Всем привет! Некоторое время назад я на своем канале делал такой немой тест микротеатра, DVD-театра Philips MCD-170. Сегодня я решил немножко рассказать о нем более подробно. В комплект поставки входил сам медиатеатр корпус. Его габариты: высота 22,5 см, глубина 20 и ширина 14,5 см. Корпус выполнен из пластика. Все устройство весит не более 2 кг. Далее, две акустические системы. Вот такие вот. Корпус выполнен точно не деревянные, скорее всего это МДФ, такая прессованная бумага. Они не разборные, клееные. Вот эта тканевая, фасадная, так сказать, защита тоже не снимается. В ней установлен один широкополосный динамик. Колонки 4-омные. По габаритам сопоставимы с самим основным корпусом. Высота такая же, глубина 15 см, ширина 14 см. Весят не более, каждая колонка весит не более 1,5 кг. По мощности они рассчитаны на мощность усилителя встроенного в микротеатр этот, не более 5 Вт. Далее в комплекте вот такая пластиковая такая пластиковая антенна для АМ диапазона. Сборная. Штекер для подключения антенны. Имеет следующий вид. В комплекте также следует такой вот пульт. Пульт пластиковый черный с белыми кнопками. Питается вот такими аккумуляторами. Типа 20-25. В комплекте вот такой гарантийный талон. Буклетик с адресами сервисных центров по всему миру. Краткое руководство также выполнено в виде такого буклета на русском языке. С обратной стороны на английском. Вот такой листочек небольшого формата, наверное, А2, с предупреждением. То есть устройство физически не отключается от сети, находится только в дежурном режиме. Потребление менее 2 Вт. При работе в дежурном режиме отображается на индикаторе текущее время. И полное руководство по эксплуатации на английском и русском языке. Полное описание, все функции, все здесь представлено. Одним из условий покупки данного музыкального центра было то, что у меня имеется большая фонотека на кассетах. Поэтому я выбирал музыкальный микротеатр, чтобы имелся в наличии кассетный лентопротяжный механизм. Слушаю я их, конечно, не так часто, но бывает там раз в 3 года найдет какая-то там такое настроение, что буквально неделю, наверное, с этих кассет не слажу, все время их прослушиваю в свои старые записи. Кроме того, данный музыкальный центр позволяет просматривать видео с DVD. Здесь имеется сверху крышка. DVD, видео CD, файлами DVX, с USB устройства имеется вот вход USB. Музыка из компакт-дисков, цифровой радиотюнер, внешнее устройство, имеется внешний вот AUX вход. И USB устройство, как я показал уже. Снимками с дисков или USB устройств.
Кроме того, данная система DVD микротеатр обеспечивает различные настройки многоканального звука. С помощью, тут имеется встроенная система DSC, цифрового управления звуком, и динамическое усиление низких частот DBB. Поддерживаются следующие форматы, медиаформаты. Это DVD-видео, видео-CD, супер-видео-CD, DVD многоразовая перезапись, DVX, компакт-диск Digital Video, компакт-диск Digital Audio, перезаписываемые диски. И кроме того, я еще не сказал, в комплект поставки входит кабель для аудио-видео соединения, тип разъемов RCA, так называемые тюльпаны. Сверху на корпусе имеется крышка для доступа к дисковому механизму. На передней панели в левом верхнем углу кнопочка Standby, справа кнопка выбора носителя. Две кнопки для корректировки эквалайзера. Кнопка программирования и кнопка настройки часов. Здесь такой отсек с кнопками для управления режимами воспроизведения, перемотки диска. Ниже USB вход. На правой стороне у нас MP3 Link, внешний вход внешних устройств через мини-джек. Дальше крышка для доступа к кассетному механизму. И здесь под крышкой находятся кнопки управления кассетником. На боковых сторонах находится решетка вентиляции. Для подключения периферийных устройств имеется на задней стенке разъемы. Верхний — это разъем для подключения метрового диапазона антенны. Ниже S-видео для подключения к телевизору. 3 RCA разъема для подключения по RGB. Дальше 3 RCA разъема, 2 верхних — это цветоразностные плюс композитный сигнал видео. Над ним коаксиальный. И ниже такая вот площадка с разъемами для подключения акустических систем. Они на пружинках. И здесь же наклеены такие вот логотип фирмы-производителя. Помечено, что произведено в Китае. Кроме того, здесь имеется шнур длиной 1,80 м для подачи сетевого напряжения. Стандартная вилка. И вот таким проводочком выполнена FM-антенна. Также все необходимые кнопки управления находятся на пульте. Вверху кнопка Standby. Дальше ряд идет кнопок управления коммутацией внешних источников сигнала. Кнопки программирования. Управление перемоткой между треками. Регулировка громкости. И вот такая цифровая клавиатура для программирования дорожек воспроизводимых. На верхней крышке также имеется логотип Philips. Механическое открывание. Также ручная установка диска здесь. Включение осуществляется следующим образом. Включается подсветка индикатора. Пытается загрузить диск. Включается последний носитель, внешний носитель, который был до момента отключения. Кроме того, он выводится из дежурного режима кнопками вот этого аттенюатора. Как мы слышим,
чувствительность ультра, так, не на высоте. Поймать какой-либо канал с помощью AM-тюнера на данную рамковую антенну мне не удалось. Для прослушивания музыки с USB необходимо, тут поддерживаем формат USB, это FAT12, FAT16, FAT32. Вот у меня есть флешка 16 гигабайт, USB 2.0, FAT32. Попробуем воспроизвести звук через нее, с нее. Вот, пожалуйста, MP3. Следующий трек. Следующий трек. Максимальная громкость. Довольно-таки громко играет. 5 Вт на канал. Эквалайзер. Поп. 拜拜， Джаз. 今日覺得好開心，希望我哋好快會再見。 6, 5. Также возможно воспроизведение через USB с внешнего носителя. Ну, в данном случае смартфон, который при подключении используется как внешний накопитель. У него есть такой режим подключения. Причем управление уже осуществляется непосредственно от самого музыкального центра. Или с помощью пульта, или внешних клавиш. Как вперед, так и назад. Стоп. Еще упустил такой момент, что в комплекте поставки имеется. Подключаем его как MP3 плеер. Внешний вход. Выбираем, коммутируем как MP3 Link. Кнопочка здесь имеется. И воспроизводим на MP3 плеере какую-то музыку. Возможно воспроизведение аудио CD. Ароматы ванили.
Всякое бывает, не грусти. Файлов MP3 с диска. Кассет. Причем воспроизведение, в режим воспроизведения контента с кассет он переходит автоматически при управлении, при нажатии любой из кнопочек лентопротяжного механизма. Упустил момент, на задней стенке имеется мини-джек для подключения наушников. Наличие выхода на наушники на задней панели неудобно в использовании. Теперь посмотрим меню непосредственно нашего музыкального центра. Здесь имеется в виду звуковые эффекты акустики. Так выглядит экран при воспроизведении аудио CD-диска. Так выглядит экран при воспроизведении CD-диска с MP3 файлами. DVD-диск с фото. Формат JPEG. Считывание происходит гораздо, сравнительно очень долго, порядка 20 секунд при очень хорошем качестве фотоснимка. Данными кнопками со стрелочкой возможно вращение фотоснимка. И воспроизведение DVD-диска. Воспроизведение авишного файла. Ты давно на меня работаешь?
10 лет. Изо всех сил стараешься, думаю, да. Я тебе не за то плачу, что ты думала, что... И таким образом сегодня на канале был обзор DVD микротеатра MCD Philips MCD 170. До свидания.